Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем наш ситком, наверное, по созданию Lamborghini. У нас есть вот такой замечательный донор, который мы в прошлой серии начали дербанить и поняли, что машина абсолютно гнилая. Какой у нас на сегодня план? Скажи мне, главный инженер. Сегодня мы отрезаем все ненужное. Этот гнилой телевизор, гнилые полы, все отделяем, выкидываем и постараемся собрать уже кузов Lamborghini, примерить его на нашу базу. То есть, грубо говоря, сегодня мотор окажется там, где он должен быть в Lamborghini. Да, в багажнике или капоте. Опять эта путаница у нас будет. Багажник, капот. Ну, название, я думаю, придумаем по ходу. В общем, все, друзья, приступаем. Сегодня закончится дербан нашего Ниссана. Stop, no, I don't quit. And when I swing, I don't miss. You ain't never seen nothing like this, yeah, yeah. So listen up, I got something to say. I'm here and I ain't going away. So get ready, yeah, it's time to play, yeah, yeah. You ain't seen nothing like this. You ain't seen nothing like this. Come on and give me some more. We're gonna shake the floor. Bust down the door. Это для вас на видео прошло секунд 15-20 с момента того, как мы в предыдущий раз разговаривали. На деле же уже вторая половина дня наступила. На данный момент мы максимально близки к тому, чтобы уже наконец-то снять мотор и начать распиливать кузов. Причем самое сложное было то, что мозги находились где-то чуть ли не внутри торпеды. Соответственно, мы пытаемся сохранить косу, и все это очень сложно сделать. Машина устроена, ну, максимально нелогично. Сейчас уже откручиваем подрамник, подвеску и вытаскиваем двигатель. They come running when they hear the sound, yeah, yeah. Ain't no two ways, this how it's gonna be. We're living up and we're living free. Everybody's gonna see. You ain't seen nothing like this. Come on and give me some more. We're gonna shake the floor. Bust down the door. You ain't seen nothing like this. Тачка, конечно, битая вообще просто и сделана очень плохо. Вот вы можете видеть, она вся такая перекособоченная на бок. Как это, да? Какого она года? 93-го? 95-го. 95-го, да. Ну это как, да? Поговорку ты тогда рассказывал. Купил Nissan? Да, я с ним сам, да. Ой, да. Взяли донора под Ламборгини. Надо брать донора для моего донора. Ну что, эта часть у нас остается. Тут придется все проваривать. Это чем-то напоминает мне мой Мерседес. В смысле эта часть останется? Вот эта часть останется. Да. И лонжероны. Ну, мы как бы вот это вот все пильнем, но это будет морда. Морда останется мордой. Стаканы как бы останутся стаканами. Да. То есть мы вот посюда оставляемся, видишь, а дальше все навье. Получается, оставляешь морду, остается педальный узел, рулевое, рейка. Ну, здесь будет подрамник. Ну, чтобы как с жигой не было хуйни, я понял. Ну, как бы. Я понял. Ну, да, ставишь сюда подрамник, подвеску. Единственное, надо будет рычаги удлинять, чтобы она шире стала. Нам надо по 11,5 сантиметров. Может, проставки лучше? А передние колеса? Привода? Спереди же не будет их. А, блядь. Да. У меня тоже это в голове все крутится. Перед, зад. Вообще все перемешалось. Такой у нас будет тяни-толкай. Мотор реально крутой. Выглядит уверенно. Вот, кстати, насос гидроусилителя. Если у тебя сломался гидроусилитель, то у тебя больше нет гидроусилителя. Да, или ты вот это вот проделаю такую операцию, чтобы поменять. Смотри, проделать такую операцию стоит столько же, сколько купить такую машину. Вдумайся. А если у тебя сломался рулевой карданчик, сколько ты его откручивал? Это баба Нюра пришла дать совет, как строить машины. Это что, Nissan 3 литра? Зря вы, ребята, зря! Кстати, этот мотор реально до сих пор ставят. Вот реально, вот до сих пор ставят на все тачки. А как он вообще раскачивается грамотно? Что, его компрессор сюда втыкают? Турбину? Просто меняют колено, распредвалы? Самая кайфовая атмосфера, все, 3 литра, зачем тебе что-то? Ну там что-то валы для него есть. Ну такое, да, но не надувают ни в коем случае. А почему его нельзя надуть? Да его можно, смысл. Ну какой смысл? У атмосферы в чем фишка, что у тебя крутящий момент от низов и до верхов, понимаешь? Ну там до
определенно. А у турбо у нее все равно турбояма. У Зеты, что, большой объем, большой крутящий момент на всем диапазоне мотора. Вот тебе круто. Ну, смотри, мы увидели насос Гура. Смотри, где он. Да. Реально снимай подрамник, чтобы поменять насос гидроусилителя. Да вообще, а как здесь, наверное, цепь, да, или ремень? Что это? Короче, это бесконечные разговоры, друзья, которые просто начинаются и никогда не заканчиваются. Мы вот так вот можем стоять около машины, рассматривать ее после того, как ковырялись в ней столько часов. цепь, ты чё, И я пытаться не понять, что делать дальше. А дальше что? Дальше прикинь, распиливаем кузов. way down. All the reason we just a jockey on us in this echo town. No matter what you do, they're gonna give you. Hold it down to shades and you drain the pain away. 'Cause it's all you ever know. Trying to keep a clean nose, loneliness is creeping through our soul. No matter what you do, gonna give you freedom. In the first degree, how you do yours, just want to leave. So far from home, so gonna be dead by top keys. Ты только вдумайся, лимузин мы строили просто во дворе, без крыши над головой, такие настоящие оголтелые условия. Сейчас у нас уже гараж, серьезный подход к делу. Но пока мы тоже только пользуемся болгаркой, молотком и топором. Это у нас неизменно, да. Да и делаем мы что в первую очередь? Раздербаниваем ее и пилим пополам. Пока все по старому плану идет. Представляете, вот это будущее Lamborghini, вы только вдумайтесь в это. Вот этот вот кусок, я не знаю чего, ржавого железа, от которого реально годный только мотор с коробкой, и то коробка что-то хандрит. И мы из этого сделаем... Годный только мотор и документы, получается, из этого всего. И мы из этого сделаем Lamborghini. Я даже не представляю, но это так круто. На данный момент все строительство автомобиля обходится нам в 39 тысяч рублей. Не считая, конечно, кузова, но тут вообще отдельный разговор. Кузов стоит как Лада Приора. Че, сломаем ее? Мы должны это сделать, давай ее разломаем. Стой, 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 у тебя там натягиваются какие-то... Ты трос ручника отпилил? Да. Она встает на козла. Смотри, Илья, это просто кабриолет. Опа, пошел дождик, мы опускаем крышу. Тогда уж я бы назвал это convertible. Это хардтоп. Круто, как будто она... Это как трансформер, да? Да-да-да, Бамблби Сейчас она такой. превратится в кого-нибудь. Смотри, она у тебя сейчас назад перевернется на твой Мерс. Да не. Моему Мерсу уже хуже не будет точно. Слушай, о. Вот смотри, не надо уже. Блин, это опасно, конечно. Чувак, да подожди, что... Ладно, едем вниз. А уже не получается обратно вниз. Это реально трансформер. Только он обратно не собирается. Давай. Ух ты! Смотри, кажется... Давай опустим ниже, чтобы когда мы сломаем, все было нормально. Но это... Смотри, пол отделился вообще. Ламбо пол отделился. Ну, выглядит это все, конечно, очень круто. Это новый левел распила машины, согласись. Опа, все. Давай ее опустим. Мотоблок бешеного фермера просто. V6 3 литра. Если каждый проект будет так начинаться, то в городе не останется целых машин. Но ты видишь сейчас, насколько компоновка вообще не попадает сюда?
Блин, ты И смотри, смотри, у нас отсюда лабаш начинается. Да, вот он, вот так вот идет лобовое. Должна рулевая колонка быть очень короткая. Либо же у нас есть вариант просто немножечко это все как-то сместить сюда, то есть там подобрезать, сюда Да, сдвинуть. привода могут под углом вот так идти, допустим. Но одно я могу сказать точно, вынести колеса на 10 сантиметров вообще не проблема, мы просто делаем новые дырки. Да, и удлиняем рычаги. Хорошо, что мы отказались от передней моторной компоновки. Было бы убого, и самое главное, то, что, чтобы подобраться к мотору, надо было бы снимать весь кузов. Ну и вообще не трудно делать ламбу с передним мотором. Мы можем сделать это более правильно. Ну, в общем, друзья, день подошел к концу, на улице уже стемнело. И я думаю, что сегодня мы не будем собирать кузов весь целиком, займемся этим уже завтра. Мы уже проделали хорошую работу, у нас... Вот он результат. Да, уже мы видим, она уже начинает превращаться. Ну да, Уже потихонечку. не отдельная ламба и отдельный Nissan, уже ламба Nissan. И даже мотор есть, который мы можем на тележке подкатить, вот наш мотоблок. Да, наши багги с V6. И как-то это начать собирать. Ну что, в общем, на сегодня все, друзья. Всем огромное спасибо за внимание. С вами были Егор и Илья. До скорых встреч. Пока.